Что мешает зарабатывать больше? Ну, помимо слабой экономики, высокой конкуренции и отсутствия полезных навыков. Это все безусловно важно, но возможно вы замечали такие примеры, когда в одной и той же стране, в одном и том же городе, в одной и той же сфере деятельности одни зарабатывают на грани выживания, а другие в разы больше. И дело даже не всегда в качестве товаров или услуг, порой это совсем другие факторы и не всегда логичные. Тебе знакомо то самое чувство, когда ты боишься запросить более высокую цену за свой труд и называешь более низкую стоимость, а иногда и самую низкую, чтобы просто как-то перебиться, а не заработать. Иногда это может быть из-за неопытности, из-за неуверенности, а иногда потому, что давным-давно в детстве тебе привили установку, что зарабатывать деньги – это плохо. И скорее всего не напрямую, а косвенно. И что все богатые люди, а на самом деле просто обеспеченные люди – это обязательно плохие люди. И что большие деньги честным путем не заработаешь. И вообще, деньги портят людей. Очень хорошо была привита ассоциативная связь, что деньги равно зло. И в своей жизни я не раз наблюдал, когда очень даже талантливые и работоспособные люди из одной такой установки могли прожить в бедности всю свою жизнь. Или, например, другая установка, что все в жизни должно даваться тяжелым трудом. И теперь перед нами будущая жертва постоянных выгораний и неврозов. И теперь помимо естественных жизненных трудностей и собственных сопротивлений, которые и так существуют в жизни, человек начинает создавать дополнительные сопротивления и дополнительные трудности, даже там, где их могло и не быть вовсе. А когда все идет очень просто, то человеку становится как-то даже неспокойно. С такими людьми все будет очень сложно. Любое действие, любая работа будет делаться с большим трудом и с большим сопротивлением, даже если этих сопротивлений там и нет. И даже если человек осознал наличие подобной установки, то у него не всегда получается изменить отношения и начать по достоинству оценивать свой труд, свое время, а также важность и ценность отдыха. Многие также никак не могут построить отношения с противоположным полом только из-за наличия установок. Но, к примеру, у девушки отношения подсознательно понимаются как вечная драма с эмоциональными качелями. Возможно, потому что ее представление об отношениях основано на мелодрамах, которые она смотрела в детстве. Или на основе постоянных родительских ссор в детстве, возможно, с последующим разводом. И судя по статистике разводов, это явление не самое редкое. У мужчины же, к примеру, в глубинных установках из детства может быть зарыта скрытая обида к девушкам из-за плохих отношений с матерью в детстве. Или из-за тех же ссор и развода родителей. Или, к примеру, девочка, которая ему очень нравилась в детстве, его обидела. И теперь эта обида, уже давно забытая в сознании, на подсознательном будет выражаться всплесками агрессии или насилия. Или ментального, или физического. И это тоже не позволит построить здоровые отношения. И причем человек с установками даже не будет понимать, в чем на самом деле кроется причина, и всегда будет винить только вторую сторону. И да, это касается любых отношений с людьми, а не только отношений с противоположным полом. С детства многие наши бабушки, дедушки или родители, не понимая, как режим питания влияет на здоровье, любили говорить: «Пока не доешь, из-за стола не выйдешь», навязывая вам режим питания с избыточной калорийностью и с привычкой постоянного переедания. Вы, наверное, замечали, как дети зачастую по комплекции бывают похожими на своих родителей. И не столько из-за ДНК, сколько из-за привычек. У многих эти установки из детства в будущем стали привычками и образом жизни. И теперь постоянно поддерживают избыточный вес в теле даже при постоянных походах в тренажерный зал. Теперь же, когда вы уже взрослый, вы всегда накладываете еды чуть-чуть больше, вы всегда немного переедаете, доедаете, даже если вас уже не лезет. Но если спрашиваешь человека, для чего он ест, если уже не может, если уже не лезет, то он не ответит, ведь он всегда так делал. И теперь без долгого и терпеливого передела привычек питания исправить ситуацию будет практически невозможно. Да и в принципе, любая установка, которая вызывает у вас постоянное чувство тревожности или стресса, будет очень негативно влиять на ваше здоровье во взрослой жизни. Хронический стресс запускает аутоиммунку и приводит к сбоям во всем организме, что в свою очередь приводит к глупым и не всегда даже логичным заболеваниям. Не все установки плохие, многие просто необходимы для нормальной жизни. Но далеко не все установки планировали ваши родители, окружение и тем более вы.
И есть такие, которые могут полностью противоречить вашим планам на жизнь, вашим целям и желаниям. И они никогда не позволят вам достичь того, чего вы хотите. Потому что ваша цель и желания основаны, как правило, на чьем-то примере. Примере другого человека. С другим детством, воспитанием, образованием, окружением, совсем другими установками. То есть сознательно вы вроде бы желаете одного, но подсознание будет бескомпромиссно саботировать все ваши попытки достичь желаемого. Наш мозг – это компьютер со своей операционной системой, а установки – это как программы, которые устанавливались в нас в самом раннем возрасте или были случайно впитаны от вашего окружения, особенно в момент ярких эмоциональных переживаний. Сильные эмоции и переживания еще глубже фиксируют установки. И да, если вы уже родитель, будьте внимательны, ведь вы также повторяете в ваших детях старые и формируете новые установки. Какие-то осознанно, а какие-то нет. То, что я перечислил выше, это банальные и простые примеры, чтобы было проще понять, как это работает. Но бывают и гораздо более глубокие и сложные установки. Что-то можно выкопать самостоятельно, а что-то только с помощью подсказок со стороны. И да, тема установок теперь еще один способ всевозможных околодуховных гуру зарабатывать на этом. Предлагаю волшебную таблетку. Будьте критичны и избирательны, и не позволяйте всем подряд ковыряться в ваших мозгах в режиме безусловного доверия. Это не лучшая затея. Что я понял из своего опыта, это то, что многие установки – это неосознанные привычки мыслить и действовать. Самое сложное и важное здесь – это перевести эту привычку в осознанную плоскость, то есть заметить ее и наблюдать, а дальше работать с ними как с вредными привычками. Все, кто работал со своими вредными привычками, знают, что этот процесс долгий, не самый приятный и нужно много терпения. Но без этого невозможно фундаментально что-то изменить. Просто убрать обычно привычку не получается. Скорее возможна подмена одной привычки на другую. Вредной на полезную. Или на более выгодную. Основные этапы здесь это наблюдение, выявление, осознание, подмена и привыкание. Звучит, конечно, просто, но на практике будет сложнее. У кого-то на это уходят месяцы, у кого-то годы, а у кого-то вся жизнь. Последний этап привыкания потребует от вас большой силы воли, потому что по факту это формирование новых нейронных связей. А мозг, особенно взрослого человека, вещь ленивая и будет стараться вернуться к уже проложенному маршруту. А новая, уже осознанная, измененная привычка в дальнейшем со временем уйдет обратно в подсознание, работать как установка в автоматическом режиме. В этом видео я лишь хотел познакомить людей с таким скрытым явлением, как установки, и как они могут влиять на нашу с вами жизнь. Напишите в комментариях под видео, сталкивались ли вы с вашими установками и знакомо ли вам вообще это явление. Поставьте лайк, если это видео было вам интересно или полезно. Очень скоро выложу что-нибудь новое. И спасибо за просмотр. Увидимся.